Привет любителям и профессионалам. Не знаю, как у вас, а у меня давно сложилась такая тенденция, что чем проще и дешевле проект, тем больше, а самое главное, быстрее на нем можно заработать. Почему-то всегда получается так, что чем меньше вложил, тем больше можно вынуть. И сегодняшний ролик не исключение, поэтому вы своими глазами увидите, что выполняя абсолютно примитивные действия, главное делать это качественно, вы с помощью своих рук сможете заработать вполне неплохие деньги. Так что, ребята, если вы внимательно посмотрите это видео, послушайте мои подсказки, то в конце его у вас возникнет только одна мысль. А почему бы мне не заработать с таким простым и доступным методом? Тем более, что весь процесс я выполняю в одиночку, не торопясь, а самое главное, с удовольствием. Итак, приступим. Первое. Если вы хотите, чтобы клиент вернулся к вам с заказом через год, два, три, то обязательно используйте качественный материал. Обязательно зачищайте металл от ржавчины, ну а станок из переделанного гриндер удачный поможет мне сделать это быстрее, качественнее и проще. Кстати, кого заинтересовал станок, то ссылка на ролик будет в конце этого видео. И не надо его бояться, ничего не закусывать, не отрывает, не улетает, все работает как часы. И еще хотел добавить от себя, что если вы даете гарантию и не хотите проблем через несколько лет, то постарайтесь не пропускать все этапы обработки металла. Так вот, второй и не менее важный этап – это у нас обезжиривание материала. К тому же это первый и основной раз, когда мы обезжириваем металл, всего этих процессов у нас будет два. Так что Кельвин Кляйн нам в помощь, берем какой-то растворитель или обезжириватель, либо их смесь и тщательно протираем наш металл со всех сторон. Итак, после того, как все это выполнили, не торопясь, переходим к следующей стадии обработки. И вот тут я чувствую, уже многие закричали: все это херня, а как без станков заработать? Да абсолютно так же, ничего не поменялось, только вы заработаете немного меньше, заплатив тем, у кого эти станки уже есть. Потому что разница между простой трубой и уже готовой валютой небольшая. Дайте немного заработать тем, у кого есть станки и кто продает эти валюты в розницу. Да, ваша прибыль станет не намного меньше, но зато вы сэкономите время. К тому же гораздо больше пофантазируйте, чтобы набрать рисунок из готовых завитков. Ну а я в свою очередь могу изготовить валюты конкретно необходимого мне размера. Это первое. А второе, могу раскроить материал так, чтобы минимизировать отходы. И еще, при покупке завитков обязательно обращайте внимание на обработанные окончания. Я же вам сейчас покажу, как из 3-метровой трубы без отходов изготовить 4 элемента, которые после сварки превратятся в довольно симпатичный угловой узор. И ключевое слово здесь без отходов. Итак, после того, как мы очень быстро изготовили необходимые нам элементы, переходим к сварочным работам. И здесь нам понадобятся подложки, сделанные из 10 и 12 квадрата. Опять же, конечно, наличие сварочного стола упрощает работу, делает ее быстрее и комфортней. Но никто не запретит вам изготовить то же самое на обыкновенном листе тройки. С рисунком ничего не чудим, не выдумываем. Я вообще заметил, что заказчикам, по большому счету, больше интересует цифра, вернее стоимость, чем рисунок. Есть определенная сумма, он готов ее заплатить, и ему не важно, какое количество элементов вы примените в рисунке. Понятное дело, что делать какую-то похабщину тоже не стоит, но и вставлять в бюджетную вещь какие-то мега-шедевральные рисунки, на мой взгляд, глупо. За эксклюзивность вообще-то надо доплачивать. А вот этот самый угловой узор из 4 элементов, на который ушло ровно 3 метра трубы. Итак, прямые участки собрать довольно легко, а вот участки с наклоном, с перепадом высоты, вот здесь уже стол довольно внушительно помогает. Здесь, как видим, тоже ничего сверхъестественного. Повторяем все тот же рисунок. Обвариваем наши балясины со всех сторон. Это обязательное условие. Ну и в конце, чтобы было симпатично, разложив подкладки из 12 квадрата, привариваем вот такое простенькое приветствие. Добавив сверху еще и немного полосы. Итак, следующий этап не менее важен, а может быть даже важнее всех остальных. Это обработка уже сварных швов, скрытых полостей и труднодоступных мест. Я применяю для этого специальный состав фосфатирующий. В принципе, пока нареканий нету. Льем так, не жалея, чтобы все пролилось и покрылось фосфорной пленкой. Ну а дальше даем немного высохнуть нашему изделию, перед тем, как покрыть его слоем грунта. Ведь все знают, что лучшая покраска — это грунт плюс краска.
И какими бы эмалями вы потом не покрывали свои изделия, но в связке с грунтом это будет работать гораздо лучше. На сегодняшнем проекте я использую молотковую краску Dali. Она очень трудная к нанесению, но с грунтом полегче это делать. Кстати, очень многие ее наносят неправильно. Видел большое количество роликов, где она лежит коряво, прямо скажем. Но об этом чуть позже. А сейчас мы уже загружаемся. Как видите, еще большое количество места осталось у меня. Еду я на установку 1. Поэтому хоба, и через 30 минут я уже на объекте. И сегодня мы будем окультуривать вот эту зону. Подъехать ближе, к сожалению, нету никакой возможности, поэтому придется немного посуетиться. Как обычно, начинаем с устранения чужих косяков. Заказчик должен был снять вот этот водосток. Теперь нам понадобится затратить лишних 5 минут, чтобы сделать это самостоятельно. Ну а дальше всем известно, что правильная разметка – это 90% успеха. Перила сегодня будем устанавливать на подпятнике. Подпятник изготовлен был в гараже из 3-миллиметрового железа. Отверстие просверлено там же. Так что на самой установке все просто. Приехали, разметили, пробурили, вставили анкер, закрутили и приварили. Тут главное, чтобы все качественно выполняли свою работу, чтобы колесо было залито без пор и из нормального материала, и тогда все будет держаться. Ну а у нас первая примерка, и простой угольник сразу показал, что ступеньки относительно крыльца были залиты не под 90 градусов. Но я стараюсь не обращать на это внимания, потому что перила я буду ставить ровно под 90. И опять по старой схеме сверлим, забиваем, крутим. Дальше, не забыв одеть декоративные заглушки на обе трубы, провариваем или обвариваем все в круг. И для контроля используем уровень. Кстати, саму заглушку я тоже сажу на 2 прихваточки. Ну а теперь самое время посмотреть, вернее вам показать, я уже посмотрел, как точно были сняты размеры. И как видим, на этой угловой секции у нас все идеально. Основной столб стоит строго в уровень. То есть замер перепада высот от этой до этой точки был сделан идеально. Дальше зачищаем места нашей будущей сварки. Делать это обязательно, потому что краска может загореться. И исправлять этот косяк будет гораздо проблематичнее, чем просто потом положить его на теплый сварочный шов. Варить стараемся не сплошным швом, давая металлу остынуть, так чтобы он особо не прогревался и краска, выше сварки не поднималась, не вздувалась и ее не пучила. Кстати, самое время немного краски. Итак, еще раз говорю, что это молотковая Dali. Применять ее надо при плюс 8, а на улице у нас где-то около 2 градусов тепла. Здесь все написано, поэтому мы сейчас, пока швы наши не остыли, аккуратненько, вот такую густую, не разбавляя ее, наносим 2 слоя. То есть пока швы теплые, она подсыхает, и второй слой уже перекроет так все дело, что вы не увидите, где было подкрашено, вернее окрашено в гараже, а где в условиях на выезде. Краска эта за счет своей молотковости отлично скрывает сварной шов. Так. И еще раз посмотрите, как должна она выглядеть при правильном нанесении. То есть она выглядит как будто под лаком. Легкая шагрень, хорошо видна структура краски, как будто она под толстым слоем лака. И никаких сквозных пор. И другой дичи, которую часто могу наблюдать у одного блогера, который также использует эту краску в своих проектах. Смотрите сами, даже не разбавленная, она хорошо растекается, просто надо правильно уметь ее наносить. Ладно, подкрашиваем наши заглушки, вернее места прихваток, и продолжаем. Все, что нам осталось, поставить последнюю секцию. И тут, как обычно, тоже не обошлось без косяков. Хотя, с другой стороны, может быть, это правильно. Крыльцо сделано с небольшим наклоном, получается вот такой зазор, поэтому выходим из этого дела, просто подрезав ногу на полсантиметра или 5 миллиметров для особо дотошных. И еще надо быть особенно аккуратным в таких местах, где вы сверлитесь возле самого края, особенно если это еще и угол. Но сегодня нам повезло, строители качественно выполнили свою работу, угол не треснул, ничего не откололось, поэтому вставляем анкер, затягиваем со всей дури и крепим последнюю секцию.
Шов-подпятник возле стены закрываем обрезанной заглушкой. Как видите, процесс установки оказывается довольно простым. Мы уже перевалили за середину. С правильно снятыми размерами и хорошо проваренными и сваренными деталями вопросов обычно не возникает. Так что нижний пояс мы собрали довольно быстро и практически успели до белых мух, которые вот только что повалили с неба. Немного мы не успели, но все, что нам осталось, это накинуть крышу. Чтобы сделать это в одиночку, креплю верхнюю направляющую, которая будет служить подставкой, просто чтобы крыша не съезжала. Так как краска довольно скользкая, работать буду голыми руками. Дальше можно обойтись без комментариев, но просто подумайте, зачем брать помощника, который бы понадобился ровно на 1 минуту, чтобы просто подержать эту крышу, которую я легко закинул в одно лицо. Не надо никого просить, не думать, сколько заплатить. Кстати, об оплате наемных работников будет отдельный ролик. Ого-го, повеселимся на эту тему. А пока я просто выдружаю крышу на свое место, и, как обычно, не обошлось без косяков. Как видим, у нас со строителями разные уровни. Мою конструкцию необходимо приподнять где-то на 3 мм, чтобы попасть уже точно в уровень. А вот их свес в уровень не бьется. И расстояние между свесом и моей конструкцией с одной стороны и с другой очень сильно отличается и бросается в глаза. Мне, честно говоря, надоело быть крайним, сейчас что-то подрезать, поэтому я принимаю решение делать строго в уровень и не отвечать за чужие косяки. Так что последний этап у нас уборка, и веник нам лучший друг. В общем, проект закончен, и вы только посмотрите на эту крышу, насколько она прозрачная и светлая. Сразу, я думаю, немногие определят, чем она накрыта. А? Что думаете по этому поводу? Я думаю, мало кто из вас видел настолько прозрачного накрывного материала. Ладно, ребят, все это шутка. Я же говорил, что без косяков не обходится. Просто люди, которые перекрывали крышу, должны были оставить 1,5-метровые куски металлочерепицы, чтобы все было в цвет. Однако, походу, ее не хватило. Так что сегодня вместо 90 тысяч я возьму немного меньше, но остальное заберу, когда прикручу эти злосчастные 3 листа. Теперь, что касается самого проекта. По-моему, перила получались простые, но довольно симпатичные. Плохо, конечно, что сейчас не солнечная погода, а так бы краска проявила себя во всей красе. И еще раз хочу заострить внимание на том, как выглядит правильно нанесенная молотковая краска Дали. Это не дешевая, но очень хорошая и износостойкая краска. А ее молотковая структура, как будто бы под толстым слоем лака, добавляет визуально изделию большую стоимость. И смотрится это изделие с такой покраской просто бомбически. Так что пару тысяч я накинул именно из-за того, что все изделие было окрашено этой краской. В общем, советую ее к использованию, но помните, что она очень привередливая в нанесении. Так, ну а на сегодня, ребята, я думаю, все. Так что смотрите, повторяйте, зарабатывайте. Кому понравилось, ставим лайки и дизлайки. Обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Ну а дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Не хворайте, прорвемся.